Меня зовут Макаров Андрей Витальевич, я пластический хирург клиники ФАМИ. Я Романова Анна Константиновна, я врач-косметолог, дерматовенеролог, работаю в клинике Отражение. Андрей Витальевич, сегодня мы с вами будем говорить про косметологию, которая сообщается с пластической хирургией и о нашей с вами, скажем так, взаимосвязи. Наверняка и вы отправляете своих пациентов к косметологу в дальнейшем. И я также рекомендую пациентам, которым нужно сделать перед какими-то моими манипуляциями, пройти, допустим, операцию по коррекции верхнего века, либо сделать подтяжку лица, и направляю таких пациентов непосредственно к хирургу. Поэтому сегодня у нас будет такой актуальный разговор о взаимосвязи пластического хирурга и косметолога. Действительно ли косметология и пластическая хирургия – это только для женщин? Приходят ли к вам мужчины, и если да, то с какими вообще запросами? Андрей, давайте вы. Давайте, да. Мужчины приходят, безусловно, да. Самый частый запрос – это искривленный недышащий нос, да. Ну и, конечно, не только функционал, хотят и эстетически скорректировать, да, чтобы он выглядел, скажем так, отлично. Посимпатичнее, да. И возраст это тоже уменьшает. Вот, это первый момент. Второй момент – это глаза. Все равно, если есть мешки под глазами, какая-то кожа избыточная, тоже это очень актуально. Ну и третий момент – это грудь, живот, да, это избыточные жировые отложения, гинекомастия, да, тоже такой частый момент. Поэтому актуально вполне. А что касается меня, мужчины приходят на прием, их, конечно, меньше. Наверное, это 10% из моих всех пациентов мужчины. А какие запросы их? Это лазерная эпиляция, то есть они хотят избавиться от нежелательных волос в той или иной зоне, как правило, это лицо, кто-то и интимную, да, зону прибегает, скажем так, к эпиляции. Что касается инъекций, это инъекция ботулинотерапия, ботокс. Лоб, межбровье – это самый частый запрос. Ну и, конечно же, еще хотят избавиться от второго подбородка. Вот как ни странно, это запрос мужчин. И тоже он у них, наверное, когда приходят они, жалуются, что при наклоне головы, что вот с возрастом становится тяжелым овал лица, вот это нависание жира, пожалуйста, помогите какими-то процедурами это убрать. Когда ты видишь человека, что не аппаратная, не инъекционная процедура ему уже не поможет, я рекомендую либо сделать фейстайт, правильно, да, я называю, есть такая фейстайт, да, операция, может, расскажете про нее, или это будет уже липосакция подбородка, потому что работать с жировыми такими ловушками в косметологии очень сложно, что у мужчин, что у женщин. Ну, фейстайт, даже я бы сказал, такая полухирургическая, наверное, процедура. Американцы же делают ее прям в кресле, да? То есть приходит человек. Да. Я хочу сказать, что даже косметолог, который прошел обучение, он имеет право, и у которых оснащение, да, есть InMode, это платформа, может делать в условиях клиники, в условиях, наверное, такой малооперационной данную процедуру. Как раз вопрос про липосакцию. Смотрите, есть липолитики, а есть именно хирургическая операция липосакция. Как вы понимаете, когда что нужно и от чего это зависит? Я бы сказала, что если пациент хочет радикального да? избавиться от жировой ловушки, если мы говорим про подбородок или мы говорим про нависание над коленной чашечкой, где еще, какой еще запрос у пациентов? Жир, да, в области живота, вот этот фартушек над операционным рубцом после кесарево сечения, то есть вот эти вот жировые ловушки, то это однозначно будет пластическая хирургия, радикальный метод. Если это все-таки будет что-то такое, ой, нет, я боюсь и ни за что не пойду к хирургу, я хочу вот чуть-чуть вот там вот уплотнить, убрать, и мне будет хорошо, конечно, мы можем предложить что-то такое малоинвазивное. СМАС-лифтинг, РФ-лифтинг, может быть, где-то инъекция интралипотерапия, это, да, препараты, которые расщепляют жир. Типа Акваликса. Акваликс, да, все верно. Да. То есть подбородок, тело, когда это будет маленькая жировая ловушка, то есть в пределах 2 сантиметров складочка, работать еще можно. Но когда это уже нависания такие, да, вот жировые кожные фартуки прям огромные, какой Акваликс? Здесь уже речь об этом не идет. Это просто лишняя трата денег, и это просто человек, скажем так, ожидание, реальность.
Нет. Кстати, Андрей, как вот с избыточным весом? Вы берете пациентов, или они должны сперва снизить свой вес, похудеть, а дальше вы уже его возьмете на операцию? Ну, смотри, какой избыточный вес. Есть же, допустим, это там 130 килограмм женщина, да, когда достаточно полная, высокая, полная, с такими прям вот нависанием живота, руки, круглое лицо. Она хочет похудеть, хочет убрать себе жировой фартук. Вы возьмете такую даму? Нет, если у человека морбидное ожирение, да, действительно, у него там индекс массы тела высокий, да, ожирение 3 степени, ну, если функционально, допустим, у человека там, ну, грыжа какая-нибудь, ну, да, ему могут сделать операцию, а могут и нет, потому что состояние здоровья тоже от этого не позволяет, да. Не факт. А на пластические операции, ну, мы же не можем какие-то там гигантские объемы жира убирать, ну, 2 там литра, 3, ну и все. Скажем, за один сеанс, или как правильно называть, за одну операцию? Ну, за одну операцию, конечно. У меня была вот ситуация, да, лет, наверное, 5-7 там назад. Пациентка с фартуком ниже колен. Вот примерно вот середина голени, да, и в этом фартуке такая вот грыжа, да, с голову младенца. Здоровая. Мы убрали вот 25 килограмм. Да, и пациентке было очень плохо, потому что, ну, представляете, вы когда теряете такой объем, да, в любом случае нужно снижать вес, да, чтобы пациент подошел здоровый, активный к операции. Они же, наши операции, они на качество жизни влияют, да, они не какие-то там жизнеспасающие и так далее. Ну, там, ладно, ну, грыжа была большая, там какая-то угроза ущемления, но вообще надо худеть, а потом уже делать. Это если мы ведем речь о каких-то крайних проблемах. Ну, эстетических проблемах, да. Если крайняя стадия ожирения, там, ну, понятно, что как мы можем обещать пациенту, что мы там сделаем что-то такое радикальное. Ну, нет, конечно. Расскажите, как изменились тенденции красоты за последние 10 лет вашей работы? И как с этими тенденциями изменились запросы пациентов к вам? Тенденции поменялись, и очень сильно поменялись. Если мы говорим про процедуры, которые были популярны 10 лет назад, то это были, скажем так, достаточно яркие, объемные коррекции. Я сейчас говорю про контурную пластику. Контурная пластика – это работа с филлерами. Как правило, это гиалуроновые филлеры. Что делали раньше? Это были большие губы, объемные губы, с выворотом губы, вот эти вот утиные губы, да, про которые говорят. Это вот все еще прошлый век, скажем так. Большие скулы, острый подбородок. Ну, кстати, с подбородком это и сейчас встречается. На сегодняшний день от этого уже уходят. Сохраняют все-таки натуральность, свои какие-то природные качества. То есть коррекция филлерами, она уже уходит на второй план. Но это лично в моей практике. И то, что я вижу там на просторах интернета, как работают коллеги. Да, филлеры есть, они никуда не уходят. Но это разумное использование филлера, гиалуронового наполнителя, чтобы сделать, да, какую-то достойную, естественную коррекцию. Не литрами, потому что есть такие пластические, извиняюсь, не пластические хирурги, а косметологи, которые используют там 10-15 шприцов в одну процедуру. Я такие методы работы не приветствую, потому что одно дело, когда инициируют такой большой объем филлера за одну процедуру и демонстрируют в качестве модели, да, это красиво, это, безусловно, меняет внешность. Это и скулы, и губы, и подбородки, углы нижней челюсти. Просто меняется фантастический человек. Но что происходит с ним потом? Никто не видит отдаленных последствий. Что будет с ней через месяц, через 2 месяца, через 3 месяца, когда введено 10-15 шприцов, 10-15 миллилитров? Будет отекать. Она будет отекать безумно, просто безумно. Это, опять-таки, то, чего боятся наши пациенты. Эффект гиалуроновых лиц, правильно? Они, пожалуйста, Анна Константиновна, только не филлеры. Я говорю, почему вы так насторожены к филлерам? Ну, боязно прям
относитесь? Я видела там, вот они все отекшие, они все вот как шарики такие ходят. Вот это было раньше, да, когда вводили такое большое количество филлеров, даже, может быть, не 10 лет, может быть, 5 лет назад. И на самом деле, слава богу, меняется тенденция на естественность, на вот природную красоту, на то, чтобы чуть-чуть подчеркнуть, улучшить, чтобы никто не заметил, никто там тебя не сказал: о, ты что там губы сделала, о, ты что там себе, не знаю, там подбородок сделала. Наоборот, когда приходят и говорят: Анна Константиновна, вот вы мне сделали губы так хорошо, так красиво, никто и не заметил. То есть я вижу, она видит результат, все довольны, подружки, там, коллеги, муж, все счастливы, никто там с выпущенными глазами не бегает, не боится пациента. Поэтому вот такая должна быть косметология, то есть все должно быть максимально гармонично. И сейчас, что происходит в косметологии? Сейчас мы уже даем предпочтение. Первое место выходит не инъекция, а на первый план выступают уже аппаратные методики. Ну вот лично в нашей клинике мы очень много работаем на аппаратах. Это и смаз-лифтинг, это игольчатый РФ, это фототерапия. Когда мы работаем с кожей, с качеством кожи, с уплотнением тканей, когда мы компактизируем жир, то есть когда мы добиваемся такого, скажем, сияющего цвета лица, то аппараты нам помогают в этом, очень сильно помогают. Поэтому тенденция сейчас идет к коллагеностимуляции и к аппаратке. Ну, PRP вот это, колите, колос, PRP, наверное, да, конечно. Колостик, может быть. Колос, PRP, то есть кортексил я обожаю. Просто, да, если мы говорим про плазму, то это PRP-терапия, кортексил, это колос 15%, но это чаще всего с рубцовыми тканями, 7%. Действительно, это микроколост и различные препараты, которые будут синтезировать коллаген. Это может быть и нития, это может быть и радиез, то есть полимолочная кислота, которая на сегодняшний день тоже очень прям много используется, и со всех трибун про нее говорят, да, то на первое место сейчас выходит аппаратка и вот такие вот коллагеностимуляторы больше. А у вас как? Скажем так, раньше были такие операции удаления комков Биша. Ой, да. Эндоскопическая подтяжка средней трети лица. Она такая в поднадкосничной области идет. Пациенты получаются зачастую такого монголоидного характера. Там же скулы вот эти вот поднимаются. Да. Операция на любителя. Приходили ко мне, кстати, да, тоже девочки. Как вы думаете, если мне удалить комки Биша, вот я хочу вот этого, да, вот эффект такого вот худого лица, может мне сделать? Вот честно, я отговариваю пациентов, то есть я все-таки за сохранение жира, потому что в дальнейшем, когда пациентка уже будет возрастной, жир нужен, то есть это же строительный материал, это объем, это каркас, и когда мы его разрушаем, убираем, удаляем, даже безумно, когда некоторые доктора работают на агрессивных параметрах и просто топят этот жир, да, дают его такую усадку, да, они получают хороший такой как бы схуднувший эффект, но что происходит в дальнейшем, это тоже провисание кожи, это, на мой взгляд, это не очень правильно. Да, работать раньше так же, агрессивно. Да. Раньше же были вот эти вот технологии, когда делали блефаропластику, да, удаляли эти жировые пакеты. Потом человек ходил с вот такими глазами круглыми, да? Западение, да. Как после Бухенвальда, я говорю, такие. Да, бухенвальдский крепыш. Да. Или, как там американцы называют, hollow eyes, такие запавшие глаза. Но сейчас-то такого нету. Технологии такие более стали щадящие, результаты более естественные. Конечно, развитие есть везде. В пластической хирургии, в косметологии. А что вы скажете, Андрей, когда приходят пациенты и просят приподнять хвост брови, вот этот эффект листьев глаз? У меня тоже такие есть пациентки, которые хотят приоткрыть, скажем так, верхний глаз, да, и получить лифтинг брови, то есть они мне прям показывают, демонстрируют, что я хочу вот так вот. Почему нет? Вот. Почему нет? Это же операция, она не повредит. Она, если что, она в целом даже и обратима. Подъем брови, да, подтяжка лба, даже если человек молодой очень какой-то, да, она
играть какой-то бьютифицирующий эффект. Глаз открывается. Ну, очень такой частый запрос, да? Ничего плохого нет. И разрез глаз, он не изменяется. Мы же не воздействуем сюда на контальную связку, мы воздействуем именно на хвост. Да, здесь как бы становится... Это получается эндоскопическая подтяжка лба. Да. Здесь становится, скажем так, мягкие ткани поднимаются, да, взгляд становится более открытый. А лисьи глаза, ну, это все-таки немножко другая история. Это когда мы меняем уже именно форму, да? То есть это разрез глаз. Да. Это уже когда мы воздействуем на эту связку, да, там перемещаем ее как-то и так далее. Вот. Ну, это... А что вы скажете, вот у меня, наверное, больше будет вопрос от моих пациенток. Когда есть нависание верхнего века, то есть избыточный вот этот кожный лоскут, некоторые пациентки, обращаясь уже к пластическим хирургам, получают такой ответ, что нет, мы вам не будем делать блефаропластику верхнего века, вам показана именно эндоскопическая подтяжка лба. То есть сперва нужно немножко приоткрыть, поднатянуть бровь, чтобы она приоткрылась, а уже потом вторично смотреть, нужно ли делать блефаропластику верхнего века. Вот вы производите эти две процедуры одновременно? Или вы все-таки вот сперва делаете эндоскопическую подтяжку лба, а уже потом вторично? Одновременно производим. Но, опять же, обратимся к классикам, да. У нас есть такая книжка «Пластическая хирургия», да, которую написали. Постулаты такие, да? Постулаты, да, Пейпл, да. И там написано как, что в целом никогда не будет ошибкой эти две операции разделить. Это почему? Потому что риск сухого глаза, да, риск логофтальма, если мы делаем вот эти две операции, он все-таки есть. Это первый момент. И второй момент, если у пациента есть сухой глаз, если у него есть вообще как бы проблемы глазные, да, какие-то заболевания, то вот эта операция, пластика верхних век, она под большим вопросом находится, да. Нижние веки, пожалуйста, можно, да, но когда мы воздействуем на верхнее веко, да, глаз должен, скажем так, работать хорошо, он должен закрываться полностью, увлажняться, да. А если у человека, допустим, ну, какой-то кератит хронический, мы там ему убираем избыток кожи века, а у него там начинается какая-то проблема после этого, ну, зачем это нужно, опять же. Я, например, всегда стараюсь делать, чтобы, ну, какой-то резерв кожи, он оставался. Даже если там будет какая-то складочка больше, можно же косметологу отправить на тот же РФ, и кожа немножко подсократится. А так, как бы очень активно там что-то удалять, ну, опасно. Поэтому, да, вполне можно понять этих хирургов. Я тут тоже как-то начитался, посмотрел, есть такой метод жестко, агрессивная лазерная шлифовка. Вот именно жесткая, да. И я немножко, скажем так, перебздел вот так вот по-простому. Думаю, ёпарасоте, вот эти все инновационные методики. Шлифовка лазерная, она прям крутая, но если ты ее делаешь на, скажем так, не слабых параметрах, потому что ее же можно мягко сделать, щадяще, да, там какой-нибудь пилинг такой летний, там 3 дня там прошло, она уже вся реабилитировалась. А можно сделать достаточно агрессивно, жестко. А какой лазер? Углекислый или эрбиевый? СО2. Это СО2, да. Но он поверхностный, к счастью, да, то есть он там не сожжет, но проходить может очень долго. Но опять-таки, какая глубина, какая кожа, потому что здесь даже опасность не то, что получишь ты эту сетку, точнее не сетку, а корку, красноту, а вот сетка может остаться долго. Это все, да, от пенетрации, насколько глубоко. Как в плане малярных мешочков, вот этот вот. Очень хорошо работает. Я просто почему спрашиваю, да, есть же ребята, вот американцы, да, они делают очень агрессивную шлифовку этих малярных мешков, и они реально сокращаются. Сокращают, даже кожный лоскут сокращается. Кожный лоскут, прям вот эффект, ну, действительно, он подтягивается. Просто всегда перед этими процедурами я показываю фотки. Я уже зареклась. А сколько вообще держится вот это все дело зверское? Ну, самое, наверное, недели 2-2,5. Это такая жесть, а потом уже остается краснота. Ну, то есть месяцок, да? Ну, краснота может проходить и дольше. И месяц, да? И полтора. Корка, это где-то, 2 недели. 2 недели. А дальше уже идет вот эта вот эритема, сетка. Сетка вообще может проходить до полугода, пока ты ее там коллагеном, там био не заколешь, пока ты репаранты какие-то не подключишь. А краснота может сохраняться и до 1,5-2 месяцев.
Это очень такой яркий, омолаживающий эффект. И если приходит дама возрастная, с заломами, с морщинами, и у нее нету финансов на все эти длительные наши там истории, начиная про инъекции, сделайте курс полимолочки, биоревитализантов, ботулинотерапию, сделайте еще и то, и то, и то, и то, и у тебя там прайс выходит на 300 тысяч, а у нее сумма ограниченная. Там вот у нее есть там 35-40 тысяч. И когда ты предлагаешь ей вот такую процедуру, у меня есть таких возрастных пару пациентов, которые действительно, несмотря на эти ужасные фотографии, я им демонстрирую, что вот это вот там сукровица, вот это отек, это корка, это будет эритема, будет. Действительно, они согласны, они согласились на такую зверскую, ну, в кавычках, да, зверскую процедуру, и результаты у них крутые, очень круто. Про безоперационную ринопластику. Расскажите плюсы, может, минусы этой процедуры и что происходит с филлером на операционном столе. Условно, если человек уколол филлер в нос и после этого решился на ринопластику. Да, хороший вопрос. У этой процедуры есть риски. Все-таки в СМАС, в этом самом мышечном слое все равно есть сосудики, в которые потенциально может попасть эмбол из гиалуроновой кислоты. Ладно бы эта проблема ограничилась бы и носом, да, то есть это некроз, там, воспаление, инфекции и так далее. Но проблема в том, что из-за богатого кровоснабжения, из-за, скажем, таких связей с сосудами, которые питают глаз, которые питают головной мозг, возможны проблемы такие, как слепота, да, или инсульт. Если мы делаем такую вот инъекцию, да, конечно, это очень редко, но тем не менее мы не должны, скажем так, недооценивать эту проблему, да. Риски минимизируются следующим образом, да, это введение канюли, да, и введение очень медленно, маленькими порциями, да. Но процедура очень популярна, и очень много пациентов, они хотят, да, очень много пациентов, они популярно, хотят. Но опять-таки уже снижается тенденция, снижается к использованию филлера в нос. Все-таки пациенты становятся более начитанные, более информированные, поэтому всегда мы как бы делаем эту процедуру, но опасаемся. А как можно их минимизировать? Андрей уже сказал, что действительно это использование канюли. Я использую канюли достаточно толстую, никогда не работаю тонкими канюлями, потому что, по сути, тонкая канюля – это игла, да, которая режет и травматизирует сосуд. Действительно, медленное введение, какие-то капельные техники, либо микро какие-то болюсы. Ну, тоже такое небольшое замечание. На самом деле актуально все равно, если, допустим, сделали пациенту операцию, да, к примеру, есть какие-то неровности в спинке, там, шероховатости и так далее, да, я думаю, если пациент не настроен на какой-то повтор, да, можно делать. Да, есть почему у меня нет? тоже пациентка, которая, ну, скажем так, не очень удачно сделана пластическая операция. Я уже там не вдавалась в подробности, причем она вторично оперировалась. И вот действительно какая-то у нее есть неровность спинки носа. Филлерами, да, мы подкорректировали. Пусть это временный эффект, небольшой объем филлера. Хороший получился эстетический эффект. Вот. И тоже такой момент. Филлеры, они все-таки не то, чтобы вот прям растворяются 100%. Все равно что-то остается, какая-то рубцовая ткань остается. Да? И если вы делаете, допустим, процедуру 3-4 раза, да, вы можете спокойно там поднять спинку носа, ну, на миллиметр. Да. Точно, да? Идет выбор правильности филлера, да, то есть, конечно, водичкой какой-то мы там не будем работать все-таки. Ну, тяжелыми какими-то плотными. Форму, там. спиночку выровнять, это все. Поэтому все равно актуально.